Тем поздним вечером я отправилась вынести мусор. На улице уже стемнело и рядом не было ни души. Неожиданно мне показалось, что поблизости кто-то пискнул. Я включила фонарик на телефоне и обошла вокруг мусорных контейнеров, но никого не нашла. Решила, что это мистика. Я не люблю заглядывать в мусорные баки, но после того, как услышала мяу, то поняла, что оно издается из бака. Я посветила внутрь контейнера и увидела необыкновенно красивую кошечку, смотрящую прямо мне в глаза. У кошки была длинная шерсть, поэтому она напоминала облачко. «И почему мы сидим в таком ужасном месте?» – спросила я у незнакомки. Кошечка посмотрела на меня своими красивыми большими глазами, громко замурчала и стала мять тряпочку, на которой сидела в контейнере. Было ясно, что кто-то ее выбросил здесь словно ненужную вещь. Когда я принесла ее домой, то при свете обалдела от того, что увидела. Шерсть явно породистой кошки была вся спутана. Колтуны буквально отваливались и оставляли голую кожу. С таким я столкнулась впервые за всю мою жизнь. Кошка выглядела как один большой колтун. И все мои попытки хоть как-то привести ее в нормальный вид закончились неудачей. Однако Машке нужно отдать должное, она совсем не сопротивлялась, а наоборот словно пыталась помочь и все время мурчала. Машка оказалась уникальной кошечкой. Кроме своего дружелюбия и большого количества колтунов, киса поразила своим крошечным размером. Было ясно, что она взрослая, но обычно котята в полгода более крупные, чем она. Также нас удивили ее малюсенькие ушки, плоская мордочка и необычайно большие глаза. На следующий день мы отвезли неженку Машку к парикмахеру. Когда та увидела прическу своей клиентки, то не могла поверить в то, что видела. Она повидала на своей работе много чего, но такое впервые, ведь нужно было постараться, чтобы довести кошку до такого состояния. После стрижки киса стала похожа на динозаврика, поскольку удалось только оставить хохолок на спинке, шерсть на хвосте и голове. Однако на этом сюрпризы не закончились. Наше внимание привлек круглый живот Машки, который стало видно после стрижки. Мы отправились на обследование и увидели 3 котят. Кошечка уже находилась на последнем сроке и должна была вскоре родить. Стерилизовать на таком сроке нельзя, поскольку это очень опасно для жизни. Поэтому мы купили для Машки вещи и отвезли ее в гостиницу для животных, где через 3 дня она окатилась. Взгляните на эту прелесть.